Дорогие друзья, часто задают подобные вопросы о том, почему у ведьм есть определенная сила, почему они востребованы, откуда у них новые идеи, новые планы, новые свершения, почему и откуда им даются вот эти все знания, тайны, почему за них мстят, почему им помогают, почему они практически неуязвимы, почему они востребованы и многое другое. В чем тайна ведьмы, в чем тайна настоящих колдунов, чем они отличаются от людей, которые имитируют силу, и чем они сильнее тех, которые пытаются враждовать с ними, почему враги их умирают или лишаются всего, наказываются очень страшно, почему они не теряют свою власть до конца жизни, почему они живут в почете, уважении и уходят, оставляя себе память, добрую или недобрую, не имеет значения, но, по крайней мере, их помнят как сильных и уважают. Откуда это все? Ведьмы, колдуны часто обращаются к своим покровителям, к тем силам, к тем духам, которые приходят, мстят за них, помогают им, наставляют, учат их, усиливают их ясновидение, усиливают их работы, их дела, дают им стражников, дают им защиту, помощь, исцеляют, помогают встать на ноги в трудную минуту и прочее. Эти силы, их духовные родители, это те силы, которые приводят их в это ремесло, которые показывают им путь, которые раскрывают перед ними закрытые, сокровенные, сакральные. И очень часто эти силы не просто мстят, они сокрушают все препятствия перед ней. Эти силы помогают ей справиться с массами людей, которые могут быть против нее. А значит, эти силы очень сильные, очень мощные силы, перед которыми не устоять практически никому. Мне приходят как во сне, так и наяву идеи, мысли, слова, заговоров, которые я записываю, дарю простым людям или практикам, и они работают, срабатывают. Я вам уже говорила, что это, видимо, те слова, которые желают услышать духи. И услышав их, они помогают, они исполняют ту просьбу, с которым человек обращается. И не простой человек, в том числе, скажем, практик. Да? Этот ритуал мой. Он основан на поверье, на древних заклинаниях, на древних сказаниях о черной царице Зазеркалья. Я уже говорила вам, что Зазеркалье – это второй мир, это ворота в потусторонний мир. С зеркалами работать очень опасно, не каждый практик решается на это. Учтите, в данный момент перед вами черное зеркало. У черных зеркал особая магия, особая сила. Они притягивают, они берут очень много сил, они опасны. Но этот ритуал, практику можно совершить и с простым зеркалом. Хотя с черным зеркалом, конечно, получится намного сильнее и лучше. Так вот, есть такой дух, есть такая сила, черная царица называется. Это как проводник между миром духов и ведьмами. Это та, которая, как бы вам сказать, у которой мы являемся воспитанницами. Вот есть богини, есть боги, есть силы, есть духи, есть демонические силы. Ну, в общем, христианство их окрестило демонами. Это те же самые языческого времени. В общем, те же силы, что были изначально с начала создания космоса. Да? Это те же силы, одни и те же. И есть посредники между богами и ведьмами. И вот одна из таких посредниц – это черная царица. Она такая же сила, она мало чем уступает демонам и демоническим силам. Она именно на земле может быть намного сильнее, чем те силы, поскольку ее предназначение – работать с нами, быть посредником между нами. И те ведьмы и ведьмаки, которые об этой силе не знали, вот сейчас узнайте от меня, что есть такая черная царица, которую призывали какими-то словами древними, просили, и эта сила под названием черная царица, приходящая из Зазеркалья, потому что это самый
простой портал, самый удобный, самый быстрый портал соединиться с этими силами. В другом измерении мы будем вызывать их, скажем, потратим много сил, а здесь просто портал. Вот двери. И эти двери открываются, и она выходит. И призывая черную царицу, просили у нее. Конечно, те древние заклинания, заговоры потерялись, но предание черной царицы осталось. Вот я создала свое заклинание, и оно помогает и очень сильно. Все время, когда вы чувствуете, что над вами какая-то тяжесть, что вы устаете, в конце концов, время от времени обновляйте свою силу, обновляйте свое состояние, просто призовите, попросите новую силу, она вам снова даст эту силу. Так вот, рекомендую это делать раз в месяц, не часто. Позже, конечно, это по выбору, но не чаще месяца, потому что забирает очень много сил, особенно черные зеркала. И все время тревожить эту силу по не особым необходимостям тоже не стоит. Эти силы тоже могут разозлиться. Но в данный момент я призываю с перерывами, скажем так, уже призывала, и уже больше месяца прошло, могу призывать спокойно. Тать, чтобы вы знали, тать это зазеркалье. Потусторонняя тать называется. Зеркало темное, тать потусторонняя. Расширься, раскройся, открой свои тайны. Из великих врат зеркальных, из мира духов и нежити выманиваю тайны древние, мудрости скрытные. Открываю двери закрытые из древних недр великой тьмы. И стати вечной, и стати темной я призываю силу древнюю, силу вечную, силу великую. Царица черная, владычица темная, сила неземная, грозная, великая, Матерь черноликая, с короной царской, с тиарой властной. Приди, черновеликая, приди, властноликая, царица черная, сила великая, зову и призываю Твоей милости. Прошу, как Твоя дочь, названная с любовью и поклоном к Тебе, приди духом своим, явись, услышь и помоги. Царица черная, властительница душ, прими мою мольбу. Прошу у Тебя души своих врагов-обидчиков. Прошу у Тебя власти и денег. Прошу у Тебя силу и величие. Дай мне своих стражников, защитой и помощью. Дай видеть то, что видят духи. Дай силу демоническую, мсти за меня, каждому, кто обидит. Услышь меня, пусть каждая работа моя увенчается успехом, пусть каждый будет мной доволен. Пусть сила моя умножится, пусть власть моя усилится над живыми и нежитем. Защити меня, царица, укрепи меня, царица, отомсти моим врагам, подари мне души моих врагов, услышь мою мольбу и прими мою просьбу, да исполнится сказанное, заклято. Друзья мои, практикующие мое ремесло, имеющие право касаться древних тайн, после проведения таких ритуалов, каждый раз, проводя этот ритуал, вы обновляете свою силу, энергию, усиливаетесь во много раз. Время от времени усильте себя. Дело в том, что есть такое выражение, да, сапожник без сапог, помогая всем вокруг, когда дело доходит до нас, нам то лень, то неохота, то мы лучше выспимся, то мы устали, то потом, то завтра, послезавтра. Потом мы понимаем, что мы открыли в себе воронку, и утекает наша жизненная сила, надо закрыть и по новой себя обновлять. Так вот, не забывайте о себе в том числе. Будьте немножко эгоистичные. Люди подождут. Ничего страшного. Людям всегда надо, еще и много, и, пожалуйста, еще, и еще, и еще. Но для того, чтобы помочь этим людям, надо вначале помочь себе тоже. Надо обновить свою силу, надо призывать, надо просить, надо укрепиться, надо устранить ненужных, кто как шавки мешается под ногами, не давая работать, и многое иное. В любом случае. Так что учтите, время от времени укрепляйте себя, призывая великую черную царицу, которая посредница между нами и силами, и она обязательно услышит и поможет. В данный момент
Такая сильная энергия здесь, такое тепло, такое ощущение, что я просто попала в какой-то теплый вакуум или в ванну, или в баню, не знаю, как описать. Пот просто течет по лицу. Хотя здесь не скажу, что так уж прям жарко, здесь холодное место. Всем удачи, всех благ, и ритуалы уникальные будут продолжены. Я этот цикл продолжу, я еще очень много чего вам подарю. И я надеюсь на вашу благодарность, уважение и уважение к тем силам, которые вам через меня это все дарят. Всего хорошего.